Привет, друзья! В нашем мире сегодня можно отыскать довольно много древних руин, городов и храмов, которые существуют на протяжении многих тысяч лет и являются несомненным подтверждением существования других цивилизаций и культур. Многие из них на тот период времени были невероятно продвинуты в строительстве и планировании, что подтверждают многочисленные раскопки и исследования останков. Они хранят множество тайн и загадок, поражающих воображение, а иногда и вовсе требуют полного пересмотра официальной исторической догмы. С вами Топ Смайлз, и это 8 древнейших храмов и руин на планете, дошедших до наших дней. Поехали! Крепость Сигирия, Шри-Ланка. Одним из наиболее выдающихся мест острова Шри-Ланка является крепость Сигирия, которая расположена недалеко от города Дамбулла, в центральной части острова, и представляет из себя огромную скалу высотой 170 метров, на которой расположены руины дворцово-крепостного комплекса с парками и садами, террасами, древними бассейнами и уникальными фресками, которые сохранились и по сегодняшний день. Согласно древним хроникам, эта скала была выбрана царем Кашьяпа в V веке нашей эры для своей новой столицы. За 7 лет на ней был построен неприступный дворец, в котором он и жил вместе со своими 4 сотнями наложниц. На половине пути к вершине есть плато, где прибывших встречают огромные ворота в виде лап и пасти льва. От этого и произошло название данного места – Сигирия, или Львиная гора. После смерти царя дворец долгое время был заброшен, однако впоследствии его заселили буддийские монахи, соорудив из него храм. Сады Сигирии являются одной из главных достопримечательностей этого места, так как они считаются одними из древнейших садов в мире. Они делятся на 3 различных, но связанных между собой – водные, каменные и террасные. Подъем к вершине осуществляется по высеченной известняковой лестнице, которая насчитывает целых 1200 ступеней. Но имейте в виду, подъем на скалу довольно сложен. И даже у людей в хорошей физической форме на это уходит от 2 до 3 часов. Амфитеатр Эль-Джемме, Тунис. Амфитеатр был построен по образу и подобию римского Колизея, проконсулом Африки Гордианом в городе Эль-Джемме в период с 232 по 238 год нашей эры. Он является 4-м после Колизея, Капуи и Вероны и представляет из себя грандиозную арену для гладиаторских боев, которая вмещает в себя до 30 тысяч зрителей, многие из которых приезжали издалека специально для того, чтобы насладиться зрелищем, зачастую кровавым. До IV века древнеримское сооружение стояло невостребованным, пока арабы не начали разбирать его по камням в качестве бесплатного источника строительного камня. Ведь постройка выполнена из желтоватого песчаника, который легко поддается обработке. И лишь в конце XX века амфитеатр был признан мировым наследием и взят под охрану ЮНЕСКО. С этого времени он стал одной из главных достопримечательностей Туниса. Здесь можно почувствовать себя гладиатором на арене, зрителем на трибуне или же императором в ложе, спуститься в подземные помещения и осмотреть камеры для гладиаторов и диких животных, а также побродить по многочисленным галереям, забираясь все выше и выше. А в июле-августе еще и насладиться классической музыкой в исполнении лучших европейских оркестров. Колодец посвящения, Португалия. Эта уникальная достопримечательность расположена на территории дворца Кинта-де-Регалейра в городке Синтра в Португалии. Свое название архитектурный объект получил благодаря предположениям, что в нем проводились таинственные обряды посвящения масонской ложей. Интересно то, что строительство усадьбы началось в 1904 году, а уже к 1910-му все планируемые сооружения были готовы. Высеченный в скале колодец внешне похож на перевернутую башню и имеет глубину около 30 метров. Состоящая из спиральной лестницы с резными колоннами, конструкция спускающейся вниз галереи имеет 9 пролетов по 15 ступеней в каждом.
По задумке итальянского архитектора Луиджи Манини, эти 9 уровней должны символизировать 9 кругов ада, чистилища и рая. На дне колодца изображена восьмиконечная звезда или герб Монтейру, в которую помещен крест тамплиеров, а на стене находится сияющий треугольник, который является одним из символов масонства. Приближаясь к дну колодца, освещение начинает меркнуть, а стрелка компаса, изображенного на дне, всегда указывает на восток, где восходит солнце и появляется свет. Там же есть и каменная дверь, которая ведет из мистического колодца в подземный тоннель. В 1995 году дворец Кинта-де-Регалейра вместе с колодцем посвящения были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Паган, Мьянма. Археологическая зона на месте древней столицы средневекового буддийского государства Паган является одной из самых знаменитых достопримечательностей Мьянмы. В долине, среди пышной растительности, раскинулся величественный религиозный комплекс, насчитывающий более 2000 пагод и ступ, храмов и монастырей, значительная часть которых строилась в XI-XIII веках нашей эры. Город находится на сухом плато вдоль восточного побережья реки Иравади и представляет собой по сути несколько десятков деревень, расположенных вокруг и внутри археологической зоны, площадь которой составляет порядка 104 квадратных километров. Основанный в 841 году, Паган был небольшой укрепленной крепостью, но уже к 1000 году выявилось его стратегическое значение на торговом пути вдоль Иравади. В 1044 году царь Анарадха впервые в истории Мьянмы объединил разрозненные княжества в централизованное государство и в Пагане взошел на трон, объявив его столицей. За последние годы этот район приобрел огромную туристическую популярность. Сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть древнейшие буддийские статуи и уникальные святыни. Привлекают любознательных туристов также и местные пещеры, в которых сохранились фрагменты наскальной живописи. Карнакский храм, Египет. Эта поистине уникальная достопримечательность находится в городке Карнак, что на правом берегу Нила, в 2,5 километрах севернее провинции Луксор. Намного правильнее называть данную достопримечательность комплексом храмов, поскольку это целая серия монументальных культовых сооружений. И неудивительно, что Карнак в переводе с арабского звучит как «укрепленная деревня». Этот храмовый комплекс из всех подобных комплексов Египта является самым грандиозным по масштабам и больше напоминает отдельный город, по сути, являясь настоящим музеем под открытым небом, территория которого раскинулась на огромную площадь 1500 на 700 метров. Он включает в себя комплекс святилищ, посвященных верховному богу Амону-Ра, его супруге богине неба Мут и их сыну богу Луны Хансу. Его возведение было начато приблизительно в 20 веке до нашей эры и длилось целых 13 столетий. Строительные работы проходили при фараонах всех династий тех времен, и на протяжении всех 13 веков каждый из 30 фараонов так или иначе расширял, перестраивал или украшал культовые сооружения ансамбля. При этом практически все старались превзойти своих предшественников, а некоторые и вовсе уничтожить память о них, разрушая созданное ранее. На сегодняшний день воображение путешественников поражают колоссальные порталы и колоннады с иероглифическими письменами, огромные статуи и, несомненно, протяженная аллея с сотнями каменных сфинксов. Полюбоваться этим объектом всемирного наследия ЮНЕСКО ежегодно приезжают сотни тысяч туристов со всего мира. Город Петра, Иордания. В Иордании находится старинный город Петра, который многим путешественникам известен под неофициальным названием как Розовый город. Он был основан более 2000 лет назад и примечателен тем, что спустя тысячелетия сохранил постройки и сооружения, которые были высечены прямо в скалах из розового песчаника. Здесь исследователями были обнаружены уникальные следы настенной живописи, по качеству и редкости которым нет равных в мире. Рисунки отличаются довольно внушительными масштабами, и присмотревшись повнимательней, можно отчетливо различить фигуры птиц, растений и насекомых. Город имеет довольно сложное расположение.
поэтому добраться до него доводится далеко не всем путешественникам. С одной стороны его обрамляют отвесные скалы, а путь с другой стороны лежит через ущелья и долины. Одним из главных символов города остается высеченное в скале здание Эль-Хазне, с которым связано множество невероятных историй и легенд. Не меньший интерес для путешественников представляют расположенные поблизости пещеры, которые тоже были вырублены в скалах более 2000 лет назад. Тем же, кто любит необычные развлечения, предложат прокатиться по окрестностям на верблюде. Лалибелла, Эфиопия. Расположенный в Эфиопии древний город Лалибелла прославился на весь мир своими удивительными подземными церквями. И согласно имеющимся историческим данным, они были высечены в скалах из цельных кусков горных пород в XII веке нашей эры, в период правления императора Лалибелла, именем которого и называются эти строения уже более 800 лет. По его распоряжению и началось строительство 11 необычных подземных христианских сооружений, которые все соединены подземным тоннелем, также высеченным в скале. На их создание ушло примерно 23 года, что является довольно небольшим промежутком времени для такого грандиозного проекта. Ведь здешние скалы состоят в основном из мягкого вулканического туфа и высекались относительно легко. По преданию, этот город для эфиопских христиан должен был стать новым Иерусалимом. Одним из самых знаковых храмов является церковь Святого Георгия, которая имеет в плане крестообразную форму размером 12 на 12 метров. Ее высота равняется также 12 метров, а площадь окружающего колодца 25 на 25. Попасть к ее подножию возможно только через тоннель, прорубленный в скале. В 1995 году город признан Ассоциацией ЮНЕСКО восьмым чудом света и одним из главных символов христианской религии в мире. Национальный парк Месса-Верде, Колорадо, США. Этот парк основан Конгрессом США и президентом Теодором Рузвельтом в 1906 году на юго-западе Америки для охраны многочисленных руин поселений индейцев Анасази, которые проживали здесь в VI-XIII веках. Несмотря на то, что каменный город Месса-Верде уже много столетий пребывает нежилым, он все равно не перестает привлекать внимание путешественников и является главной частью одноименного национального парка. Сегодня на этой территории насчитывается порядка 4000 объектов, среди которых выстроенные прямо в скалах и пещерах каменные домики, построенные индейцами Анасази, и являются одним из главных свидетельств их высокого уровня развития. Самые последние скальные дома в городке строились порядка 800 лет назад, и благодаря царящему в этих местах засушливому климату, они прекрасно сохранились. По какой же причине город опустел в XIII веке, для современных исследователей остается загадкой. Но все же, по предположениям некоторых из них, местные жители вынуждены были покинуть свои дома из-за угрозы нападения воинственных племен. Каменный город Месса-Верде представляет огромную ценность с археологической и исторической точек зрения. Природная местность, в которой он находится, является невероятно красивой и интересной. Здесь расположены пейзажи на любой вкус, от красивейших сосновых лесов до необычных геологических формирований. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!